Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. События августа. К чему все идет? Давайте узнаем. Какие подсказки нам дадут карты? У нас сегодня колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? И если мы об августе месяце, начало месяца, но такое более спокойное. Ну, плюс еще и ретроградный Меркурий, как известно, что-то ставит на паузу, какие-то задержки, как и с транспортом, так и в получении документов. Так и может быть информация такая разрозненная. Нам еще предстоит понять, что есть правда, а что не очень. Может быть, и вот такой момент я тоже допускаю. Солнце в Льве, мои дорогие, и это тот период, когда личная жизнь отнюдь не на последнем месте. И если вы даже один или одна в этот период вы можете прочувствовать, наиболее острое это одиночество, правда, допускаю. А для тех, кто в паре, или, может быть, есть еще какие-то незавершенные отношения, тут тоже нас может несколько лихорадить по эмоциям, потому что здесь возможно все. Или это какой-то восторг, или буквально восхищение, или отчаяние и разочарование. Я такое тоже допускаю. И тем не менее, все-таки Марс в весах несколько хоть и путает наши планы. Мы говорим, Марс активность, весы это баланс. Так вот, баланс нам потребуется для чего? Не для того, отнюдь, чтобы себя на что-то уговорить или уговорить себя, ну, как быть дипломатом. Ну, дипломатом нужно быть всегда, но тут с дипломатией сложно. Почему? Потому что пусть для вашего знака зодиака это проигрывается в минимуме. Но я должна все-таки озвучить, потому что у каждого свой асцендент. Вот, может быть, особенно для тех, у кого асцендент в земных знаках зодиака. Элемент перфекционизма. Ну, как невидимая сила может так на нас давить, когда может захотеться какой-то проект довести, ну, прямо с филигранной точностью до какого-то совершенства. Как будто вы уже сделали все, что могли, а нет, тут хочется еще внести некоторые детали. Пока мы детали вносим, мы упустим что-то очень важное. Именно вот этот момент, как дипломатии, да, будем говорить, в отношении собственной жизни срабатывает, или баланса, когда нам нужно с одного быстренько переключиться на что-то другое. Главное, не упустить время. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И если у нас начало месяца такое в спокойных энергиях, то могу предположить, к середине месяца жизнь набирает темп. А к концу и вовсе что-то может ускориться. Это может быть связано с какими-то метаморфозами, неожиданными известиями, информацией, которая тоже оказывает влияние на нас. Вот давайте мы узнаем. Разные энергии месяц имеет, что это все означает. И вначале мы достанем 3 карты на начало месяца, события ближайшего, самого ближайшего будущего. Чуть-чуть так поотдаль, но все равно ближайшее будущее, вторая половина месяца, что там, что ждет или чего ждать. И между вот мы, к чему все идет, для чего все это нужно. Возможно, это какое-то среднее арифметическое, для чего все было нам нужно проходить или решать какие-то вопросы, или что придется соединять, такое тоже допускаю. Следующая карта – это поездки, перемещения, путешествия, и у каждого по-своему. У кого-то это может быть поездка на отдых. Вот, кстати, для отдыха прекрасный в месяц август. Ухватите остатки лета еще, мои дорогие, или даже пусть это будет связано с каким-то путешествием планируемым далеко, или если нет такой возможности, мелкие путешествия, может быть, в пределах вашего города, места, где вы проживаете, но вдохнуть в себя нужно, впустить вот эти новые энергии, переключить внимание на что-то другое. Для вас это будет важно. И вторая карта у нас будет о ваших достижениях, планах говорить. И третья, последняя, что будет дальше с заходом на сентябрь. Давайте будем узнавать. Ага, есть какое-то разочарование. Тут и не только разочарование, тут и злость, и иногда и месть бывает по этой карте. Но это же не на пустом месте, правильно будем говорить. Тройка мечей – это всегда карта из раненого сердца. Значит, в отношении нас, как кто-то поступил совсем некрасиво, мы бы так не поступили. Но человек посчитал это правильным, нужным. И вот смотрите, ведь тройка мечей – это нам на сегодняшний день описывает ситуацию, когда, в принципе,
В отношении как минимум одного какого-то человека вы уже не испытываете иллюзий. Но это не новая ситуация, опять же. Это то, что было в прошлом. И теперь должно наступить здоровое равнодушие. Вот оно у вас, видимо, наступает, но в результате пережитых каких-то событий. Это вы, словно вторая карта, семерка жезлов, нам показан человек, который даже сразу и не понять, открывает он этот грот или закрывает. Если мы говорим двери, двери в ваших руках. Перед кем-то вы сочтете нужным их закрыть, а перед кем-то вы откроете. И это будет очень правильная позиция. Знаете, не быть открытой книгой. Вот так и хочется сказать для вас, мои дорогие водолеи. Смотрите, третья карта, шестерка жезлов. Это карта победителя. Вот именно такие энергии, очень продуманные, осторожные. Ваш знак зодиака символизирует интеллект, поэтому продумывайте до мелочей, но это не про эмоции. Эмоции оставить в прошлом, иначе они вам будут мешать увидеть какую-то реальность, а у вас на кону ваша победа, ваши достижения. В первую очередь дела, работа, бизнес. Ну пусть это у кого-то документы, или переезд, или решение вопросов по части жилья. Тут ведь тоже какие-то согласования, встречи, контакты совершенно необходимые. И просчеты, может быть, математические в том числе. Иными словами, есть вариант остаться этим самым победителем. И более того, потом эту победу нужно сохранять. Но путь к этой победе не назовешь легким и простым, потому что были какие-то разочарования, мои дорогие. Поэтому не позволяйте, так и хочется сказать, в начале августа эмоциям заполонить мир. И вот эта неразбериха у кого-то может быть в отношениях, может быть и по части работы, там тоже были, к примеру, обещания, которые не выполнены, или была какая-то некрасивая ситуация в отношении вас. Тут ведь у каждого по-разному. Откуда-то ведь приходит эта тройка мечей, да? То есть это пусть какое-то дело или тема, она могла уже закончиться, а осадочек остался. Он вот как будто не отпускает. Но я могу сказать, прежний опыт вам дает возможность не наступить на какие-то грабли еще раз. И это недалекое будущее, вторая половина месяца. Как раз вам этот предыдущий опыт помогает, чтобы правильно определить приоритеты. Есть, ну, может быть, как тема или, опять же, ситуация, обстоятельства, которые вы ускорить не можете. И по Луне это 1000 неопределенностей. Нам, да, карта говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но это старший аркан. Это то, на что мы не влияем. Это то, что складывается помимо нашей воли. И наша задача – себя беречь. Да, это сопряжено с ожиданием, временем. Девушка беременная словно прогуливается, ждет, да, по берегу, ну так иносказательно. И рядом нам дверь показан. И эта дверь показана, она как под наклоном. Это прообраз Пизанской башни. Тем не менее, хоть и Пизанская, мы знаем, падает. Падает она столетия, но стоит очень надежно. Художник, видимо, хотел передать тот элемент, что мы можем сомневаться, нужно нам в эту башню попадать или нет. А тем не менее, карта предусматривает обязательно. Тебе нужно попасть, Водолей, за эту дверь. Потому что на теперешний период жизни, на как минимум август, вторая половина августа, ну, может быть, и с заходом где-то на сентябрь, это как место для тебя безопасности. И открыты двери или закрыты, мы говорили в этой колоде. Дверь закрыта, но не на замок. Есть ручка, а ключа нет. Как ключ дверей или страж дверей. Здесь хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Поэтому тут нужно зреть в корень и оставить всяческие эмоции. Они тогда вам будут неправильные подсказки давать. Когда мы всегда эмоции добавляем в любое дело, наша жизнь становится путанной. А тут есть еще и внешне какая-то путаница. Тройка кубков свидетельствует о празднике. Может быть, быстрее будет праздник, или вам как будто выбор нужно делать. Иногда по тройке кубков, увы, иногда даже в личной жизни. Ну, вот ситуация любовного треугольника, или, как мы говорим, третий лишний. И неважно, с какой вы позиции находитесь, вам как будто нужно тоже делать выбор. Но я тогда вам так скажу, мои дорогие любимые водолеи. Вы как будто выводы должны сделать внутри себя. Но вы еще пока ничего не рвете.
никому не выносите вердиктов, вы просто наблюдаете. А за этот период вы продумываете какое-то свое направление. И учит вас вот поступать мудро или хитро, назовите как угодно. Где-то мудрость заканчивается, начинается хитрость. Это иногда бывает первое, а продолжение уже второе, в зависимости по ситуации. Вот и вы идите по ситуации. Ведь это лишь карты, а у каждого здесь что-то свое. Хитрить придется, иными словами, коротко и ясно. Наблюдать. Включите, значит, какой-то змеиный режим, мои дорогие. Змея, хозяйка года, как известно, она очень наблюдательна. И она сначала может создаться впечатление, что она просто, ну, как ничего не делает. Она за этот период делает выводы, анализирует, а потом действует молниеносно и добивается результата. Вот какие-то такие действия, осторожные. Может быть, и придется где-то в сентябре. Такой вот марш-бросок вам или какой-то или шторм, или, может быть, наоборот, вы словно уйдете в тень от решения какой-то темы, потому что сочтете ее: «Не, я туда не пойду, там мне ничего не светит», или «Да вообще неинтересно уже мне это продолжать». Тут ведь мы и сами можем измениться, изменить свое направление. Вот по пажу мечей мы меняем направление. Это первое значение этой карты, но действуем осторожно. И за вами могут наблюдать. Ну и вы будете тоже наблюдать, анализировать, чтобы потом принять какую-то активность, но такую точечно выверенную, мои дорогие водолеи. Есть путаница, но помогает вам, как ни странно, разобраться вот в этих энергиях. И именно какой-то опыт, в котором вы уже были. Вы уже как будто, ну, как, знаете, такой опытный боец. Какая-то ситуация для вас не нова. И вы можете просчитать, слушая свою интуицию, к чему это все идет или к чему это все придет. И все равно победа же есть, посмотрите. И на последующий период карта говорит, вокруг еще тысячи неопределенностей, и тебе эту победу действительно придется сохранять. Хорошо, давайте узнаем, и к чему это все идет. Вы можете столкнуться с людьми, может быть, это как новый знакомый, на которого невозможно понадеяться. Человек бредет сам по себе, словно убивает время. И эта колода относительно новая. А нам здесь показан человек, который с лозой ищет воду. Так вот, с учетом создания колоды уже 1001 способ, как эту воду не только найти, а уже, наверное, и скважину пробурить, ванну принять там, ну и так далее. Я, конечно, шучу. Но художник хотел передать, что, ну, есть какой-то либо элемент ненадежности, либо, может быть, что-то и обещают, а потом уходят от своих обещаний. Или есть тот человек, с которым начинается все красиво, а потом не пойми что. И вот вам нужно делать выбор. Вы маги и волшебники. Я не могу сказать, что этот выбор для вас будет простой. И это будет, знаете, как по тузу жезлов делит вашу жизнь на период до и после. Но это вы кодовое слово знаете или пассы вот эти, чтобы эта дверь в будущее открылась. Это возможность. У кого-то это будет связано с приходом информации. Вы можете действительно настолько тут изменить направление. Вы что-то можете тут передумать. Вы можете даже действовать как-то по-другому. От вас ждут одних действий, а тут вы сломаете какой-то шаблон. Вот где-то об этом. Туз жезлов тоже. И это будет вам помогать, а для других это будет неожиданно. Но есть тот период, когда и сохранять победу раз, или то, что вы уже добились, достигли, и, может быть, сохранять вот в таких сложных ситуациях, условиях, когда мы не ввязываемся ни в конфликты, ни в какие-то распри, но и не позволяем себя втянуть. Тут может быть и такая ситуация, когда вас к чему-то уговаривают, чтобы вы на что-то согласились. Ну, так вот, 250 раз надо просчитать, что это такое. Вот посмотрите, правда, тут не только победа. По девятке пентаклей тут возможности заработать деньги, может быть, вторичный доход или решить вопросы по части жилья, переезда или вашего местонахождения. Тут у каждого по-своему. Но все же это денежная карта. И двери открываете вы сами. Вот здесь вы открываете, словно маг-волшебник, вот эти двери, которые в будущее, да, как мы сказали. И туз жезлов на период до и после. А после вы хозяин положения. Переложите вот все эти карты на реальность своей жизни, как
это может означать или что означать, какие подсказки могут приходить. Поездки, перемещения. Ух ты, императрица. Я могу допустить, вы хотите, допустим, съехаться с семьей или встретиться с любимым человеком, но к этому вот какие-то сложности, и вам нужно что-то обойти. Потому что, может быть, и если вы будете действовать одним каким-то привычным образом, так ничего не получится. Здесь альтернативные варианты вам придется рассматривать. И, может быть, тоже, вот как этот человек, камень гроту, либо он привалил, закрыл грот, либо открыл, мы даже не понимаем. Здесь придется быть очень гибким, мои дорогие. Но вопрос, если стоит у кого-то вопрос поездки, переезда, перемещения по каким-то инстанциям, может быть, и недалеко. Все же это статусная карта аркана императрицы, мы надеемся сами на себя. Но по императрице нет ничего невозможного. Но для кого-то это вот эти две карты как раз и говорят о каком-то новом жизненном этапе, когда вы, да, вы пересматриваете, меняете несколько направлений, но и вам словно высшие силы помогают. И это будет связано еще и с перемещениями. И я могу даже допустить такой момент, вот как по аркану Луна. Вы и не собирались куда-то ехать, а тут придется собраться быстро, потому что этого требует, ну, как вопросы вашего благополучия и даже безопасности. Избегайте толпы, мои дорогие. Когда Луна выпадает, это нам, если мы оказываемся случайно в толпе, нам в другую сторону. А если мы оказываемся словно между двух огней, в коллективе даже, то нам ни вправо, ни влево, нам в нейтралитете, как бы между. Ваши достижения. Кто-то может поставить вот так на паузу что-то и по-английски уйти. Потому что какая-то ситуация настолько зависла, настолько не определена, а вам уже словно воздуха не хватает. Да, и это будет даже правильнее, я бы сказала, нежели продолжать вот этот фокус. Ведь в этой карте, посмотрите, сам себя человек поместил в куб, а за ним кто-то наблюдает. Вот понимаете, мои дорогие водолеи, и пусть это проиграется не для всех, но хочется уже с учетом всех карт сказать, вы как будто участвуете в чьей-то игре. А вам нужно переиграть так, чтобы игра была ваша. Это не получится сделать, ну, такими банальными способами или выясняя отношения, там кому-то что-то доказывая. Никому мы тут ничего не докажем. Тут люди где-то будут хитрить. Или у каждого свои задачи, и они замыкаются в свою ракушку, и каждый старается, ну, видимо, себя защитить, сохранить или продумать какие-то последующие действия. Вот и вам требуется то же самое. Потому что может быть, выйти, вот игра какая-то, она идет в затяжку. Может быть, она где-то и граничит уже с элементом опасности. И как будто выныривать пора. Вот я вижу именно так. А не пытаться кого-то веселить или кому-то показывать фокусы. Здесь ведь это еще карта жертвенности. И поэтому, а вы победитель. Тут и по работе можно настолько все переиграть. Или, к примеру, вы можете из своего какого-то мудро-хитрого плана, допускаю, оставляете прежнее место заработков, работы, а за это время вы что-то продвигаете как вторичный доход. И вы знаете, тут по части новых направлений зеленый свет. И прям дважды, трижды зеленый свет. Поэтому продумайте этот момент. Вроде как все равно, если ты застрянешь, тут ничего не меняется. Наоборот, воздуха может не хватить. И это на достижение, это важно. Или откуда к вам приходят деньги. Деньги могут задерживаться, да. Особенно по ретро-меркурию. Я говорила об этом. Вот такие разные энергии. Но тут все же старший аркан. Нам говорят о том, что тут нужно опасаться того, когда вы участвуете в тех вопросах, которые интересны кому-то, именно интересны. И вы словно можете стать, вот знаете, как удобным инструментом в чужих руках, а вам туда не надо. Что будет дальше? Сентябрь. Девятка мечей. Любая девятка нам говорит о том, что перемены будут. Вот мы их не отменим. И по девятке мечей это больше карта, когда мы не решаемся на что-то. Человек в клетке показан, хотя дверца открыта. Можно переложить эту карту таким образом, что даже если ты надеешься, что завтрашний, предположим, день, все распределится, все станет на свои места или вернется на круги своя. Карта говорит нет.
за счет внешних событий, каких-то невидимых, могущественных сил. Все равно все будет развиваться в своем каком-то ключе. Но ты сейчас, замыкаясь как будто, ты теряешь связь с реальностью. Ты теряешь возможность, а нам уже об этом не раз сказали, как раз завершить какую-то паузу. Потому что или ты сам делаешь этот первый шаг, Водолей, с чем-то определяешься, но хитро умный план. Вот и правда, по-другому не скажешь. Тут ведь нет активности, мои дорогие. Тут из любой ситуации как выкрутиться надо. Или как-то красиво так выйти, словно маг и волшебник. Не случайно у вас тут жезлов. Вы можете получить информацию, когда вы себе скажете: ну все, вот это точка, теперь мне пора. И вы начнете действовать незаметно. Вот незаметно это очень подходит, потому что к тому периоду, когда эти перемены или события, или новости к вам придут, они вас не заставят безоружным. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые Водолеи. Интересный расклад. Буду благодарна вашим комментариям. Спасибо, что вы смотрите мои видео. И спасибо, что вы пишете комментарии. Я с удовольствием всегда читаю ваши житейские ситуации. Иными словами, когда я раскладываю карты, я ведь понятия не имею, у кого что. И поэтому вы мое вдохновение, вы мое творчество. Но мне еще и важно знать, насколько это творчество откликается вашей душе. Я вас люблю. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.